Друзья, всех приветствую на своем канале, и как вы знаете, не так давно я закупил много всего, и в том числе эпоксидную смолу, но прежде чем использовать ее в более сложных каких-то проектах, я решил ее проверить. А для того, чтобы было не скучно, решил сделать достаточно простой сюжет – гору и затонувший корабль. Собственно, об этом будет сегодняшний видеоролик. И, кстати, не забывайте подписываться на канал, а еще напомню, что у меня есть группа ВКонтакте, там я всегда выкладываю процесс работы, также вы можете там выкладывать и свои работы, ссылка будет в описании, обязательно подписывайтесь. Работу я решил начать с основания, оно будет размером примерно как лист А4, и также сразу же сделаю основание под гору. Все это делается из пеноплекса толщиной 2 сантиметра. Я просто обрезал для задней стенки хаотичной формы кусок, чтобы он подходил по размеру. И, соответственно, с левой и с правой стороны сделал такие же куски, но только разных размеров. Также эти куски я немного покромсал в верхней части для того, чтобы задать форму скале, после чего приклеиваю их к основанию, используя столярный клей ПВА. А для того, чтобы зафиксировать их на основании, я использовал обычные зубочистки. И помимо всего этого я установил два ребра жесткости, чтобы прям надежно было. Откладываю конструкцию в сторону, чтобы подсох клей и она стала прочной, и начинаю собирать корабль. Его сборка очень простая, палуба крепится к корпусу и ставятся надстройки и орудия. На этом в принципе все. Для того, чтобы не было щелей между палубой и корпусом, я все это зафиксировал прищепками и приступил к грунтовке. Здесь у меня почему-то возникла такая проблема, грунт от zip-макета оказался слишком жидкий, модель я обезжиривал и даже не добавляя воды, он почему-то на ней растекался, но как-то с горем пополам мне все-таки удалось загрунтовать корабль. Откладываю его в сторону, чтобы просох грунт, и возвращаюсь к скале. Следующим этапом ее создания будет наметка, так скажем, не знаю как это назвать, вершин. То есть я просто взял, порезал пеноплекс полосками и создаю примерную форму. То есть я просто примерно представляю форму будущей моей скалы и с помощью вот этих кусков показываю перепады высоты на ней. Следующим этапом я все это как бы соединяю воедино с помощью гипса, просто полил его сверху и потом распределил кистью, чтобы не было щелей между кусками пеноплекса. Масштаб этой диорамы 1 к 1200, поэтому следующим этапом было создание более мелких выступов с помощью того же пеноплекса и клея ПВА. Выкладывать каждый кусочек вручную, конечно, оказалось долго, поэтому я сделал вот так. Следом шел еще один очередной этап создания рельефа, и на этом этапе я использовал все текстуры, которые имеются у меня в наличии для того, чтобы создать максимально такую реалистичную и разнообразную скалу. В видеоролике я вам показываю только основные этапы и материалы, но на самом деле только на одну лишь гору, на ее рельеф у меня ушло часов 8. Только на следующий день я приступил к покраске, потому что все это должно было тщательно высохнуть. И важное примечание, что все этапы покраски скалы будут делаться тонким, максимально тонким слоем краски. Это необходимо для того, чтобы не создалось глянцевого эффекта.
Также между делом все это делается одновременно. В процессе я прокрашивал корабль. После слоя грунтовки шел базовый слой, также максимально тонкий, чтобы глянцевого эффекта не создавалось. Основных слоя я нанес два, и после этого я наношу более темную краску для того, чтобы она затекла во всякие выемки, щели и так далее. Для того, чтобы краска вот таким образом растекалась, поверхность я смачивал. Снова корабль и очередной слой, на этот раз самый темный, для того, чтобы максимально вот эту красноту убрать. Место, куда будет заливаться смола, то есть сам океан или что это будет, море, я также промазал клеем и нанес на него немного рельефа, ну просто для того, чтобы было. На самом деле изначально это все планировалось ради того, чтобы попробовать смолу в деле. Но я достаточно сильно увлекся созданием скалы, мне это понравилось, и поэтому очередной этап — это выделение некоторых отдельных камней разными цветами для того, чтобы создать максимально много разных оттенков. На нижнюю часть скалы примерно по уровню воды я наношу зеленую краску для того, чтобы таким образом изобразить растительность. Еще один слой краски для затемнения, но на этот раз я использую масляную краску, разбавленную White Spirit. И, соответственно, после этого делаю высветление методом сухой кистью, самой такой светлой серой краской. Опять же, для того, чтобы не оставлять это место таким, какое оно есть, дно, нижнюю вот эту часть, я прокрашиваю в синий цвет, добавляю черный и зеленый для того, чтобы создать разные оттенки. В итоге этого видно, конечно же, не будет, но пусть будет, как говорится. На таком масштабе особо не разгуляешься, поэтому визеринг на корабле я делал с помощью только лишь пигментов, разбавленных водой. Я, конечно, могу только представлять, как это выглядело бы в реальности, но цвета я подбирал примерно вот, чтобы они были похожи на эту фотографию, которую я нашел в интернете. В итоге получилось примерно вот так, и осталось все это дело зафиксировать, соответственно, фиксатором пигмента. Теперь почти все готово к заливке смолы, но остался один и самый важный этап в создании скалы — это озеленение. Растительность я буду имитировать с помощью очень-очень мелко накрошенной губки. Она у меня остается после того, как я делаю вот этот самодельный свой флок. Можно приступать к этапу заливки смолы. Опалубку в этот раз я решил сделать из коврика для резки пластилина. Он пластиковый, одна из его сторон глянцевая, поэтому, думаю, отлично он для этих целей подойдет. Все щели я очень тщательно и в некоторых местах даже в 2 слоя промазал с помощью моделирующего геля. Смолы в этот раз понадобится достаточно много, более пол-литра, поэтому я взял большую тару, на которой сделал отметки для того, чтобы мне правильно определить объем смолы, и отвердителя.
Кстати, вот эта смола Artline, она называется довольно жидкой, и пузыри из нее выходят сами. Подкрашиваю я ее с помощью масляных красок, чтобы получился вот такой вот очень темный цвет, потому что нужно учесть плотность и масштаб. Далее добавляю отвердитель и долго и тщательно все это перемешиваю между собой. Теперь можно приступать к заливке смолы, но я не буду полностью выливать ее на поверхность. Для начала я налил слой менее сантиметра, чтобы проверить, не протечет ли у меня вот эти все швы. Далее я подождал минут 20-30, чтобы в этом точно убедиться. Кстати, вот таким образом я следил за задним углом. А для того, чтобы прям наверняка убедиться в том, что смола никуда не сбежит, я заливал ее в несколько этапов. Смола залилась просто идеально, и осталось всего лишь подкорректировать ее в некоторых местах. Но примерно через 1,5 часа произошло следующее. Смола начала очень сильно нагреваться, из-за чего в нижних частях, потому что там слой клея, из-за большой температуры начались образовываться пузыри, и, соответственно, они выходили на поверхность, создавая вот такие неровности. Из-за чего точно это произошло, я сказать не могу. Возможно, да, я ошибся с пропорциями. Возможно, это из-за того, что максимально наносимый слой 1,5 сантиметра, а в некоторых местах он у меня был 1,8. Но в любом случае от ювелирной смолы, как это утверждает данный производитель, я такого не ожидал. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Зато благодаря тому, что коврик для резки, он очень глянцевый с одной стороны, все получилось очень идеально, ничего не прилипло и поверхность очень ровная. Спасать положение и убирать все неровности я буду с помощью моделирующего геля. Также с помощью него я, конечно же, сделаю волны. Развел его немного водой и тычковыми движениями большой кистью наношу на поверхность. За один проход необходимый эффект не получится достигнуть, поэтому я наношу еще второй слой. Соответственно, после того, как первый полностью высохнет. И после высыхания второго слоя идет третий. В нем я использую минимальное количество воды для того, чтобы создать частые волны. Чтобы расстояние между ними было маленькое, потому что, напомню, масштаб 1 к 1200. На этом у меня все, друзья. Спасибо за внимание. Вот такая работа сегодня получилась. Обязательно пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал, на группу и ставьте лайки и дизлайки. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам продуктивного творчества и до новых встреч.